Всем привет, ребята! Сегодня у нас долгожданное видео про муравьев. Вы очень сильно просили видео про муравьев, и я его снимаю. Поэтому давайте сделаем так, чтобы я действительно понял, что вы очень долго ждали это видео. Поставьте, пожалуйста, жирный, толстый, притолстый лайк под этим видео. Знаете, так, чтобы я посмотрел и просто офигел от количества лайков. Поставили? Что ж, теперь начинаем. Итак, у меня на столе находятся две муравьиные фермы. Это муравьиная ферма с муравьями-жнецами, самая старая моя муравьиная ферма. А это у нас ферма с муравьями-филлахами, африканскими муравьями. Кстати, сегодня в группе ВКонтакте Ant Planet стартует конкурс, в котором целых 12 призовых мест. 3 комплекта с фермой, муравьями, кормом и аксессуарами. Так что, если вы мечтали о муравьях, это шанс исполнить мечту. А также, кроме этих 3 комплектов, будут разыграны 2 сертификата на 3000 рублей, 3 сертификата на 1000 рублей, а также 4 победителя получат комплект, увеличительное стекло с подсветкой плюс фирменная бейсболка. Реально крутой конкурс. Я тоже буду участвовать. Вдруг выиграю сертификат на 3000. Мне как раз нужен корм для муравьев и еще что-нибудь можно докупить. Так что я участвую. Присоединяйтесь. Ссылочку на конкурс я оставлю в описании под этим видео. А теперь давайте поближе рассмотрим муравьев-филлахов, наших африканских муравьев. Как же они поживают? Поживают они в принципе неплохо. Как видите, у них довольно много расплода. Вот здесь вот личинки лежат, и во второй камере, сейчас я вам покажу, вот здесь вот, где самка, где эта матка, огромная королева. Здесь тоже есть личинки. Смотрите, вон там справа от королевы. Так, давайте разверну, вот так вот будет немножечко меньше бликовать это освещение. Вот они сидят и сторожат своих личинок. И самое интересное, что у них постоянно есть эти личинки, постоянно есть расплод. Но я почему-то не замечаю, чтобы количество муравьев-филлахов сильно так увеличилось. Я не понимаю, что происходит. То ли они едят этих личинок, может им... Кстати, слушайте, может им не хватает белкового корма? А то я постоянно, регулярно им даю сахарный сироп, а вот белковый корм как-то, наверное, слишком редко. Ну что ж, давайте покормим наших филлахов личинками. Вот они тут прячутся такие, типа гусеницы, вот они такие, да? Кстати, может быть, я их бросаю туда в песок, а они там зарываются, эти гусеницы, червячки эти. Нужно что-нибудь такое придумать, чтобы эти червячки не зарывались в песок, и чтобы муравьи могли их, так сказать, покушать. И я придумал, что можно сделать такую типа арену, да, вот взять стаканчик такой вот бумажный, отрезать вот так вот по кругу и сделать такую типа, знаете, как арену, скажем так, да, то есть я туда набросаю внутрь этих червячков, личинок, и они оттуда вылезти не смогут, а муравьи туда смогут залезть запросто. И когда захотят, смогут полакомиться этими личинками. Сейчас я их наловлю, и мы поставим это все прямо на арену. Ну вот, ребята, охота закончилась. Я наловил вот такую вот вкусную тарелку. Ням-ням-ням, сказал бы муравей, если бы это все увидел, да? Ну, кстати, люди тоже едят этих червячков. Знаете, в Азии там всяких червей едят. Тоже, наверное, вкусненько бы было, да? Но только не нам. Ладно, хватит болтать. Давайте это все хозяйство поставим прямо на арену. Не уверен, что они сразу, конечно, выйдут и будут это есть. Какое-то время придется подождать. Ну, пусть стоит. По крайней мере, есть что кушать. Захотят, выйдут, покушают. А мы давайте тем временем посмотрим, как же поживают наши муравьи-жнецы. Так, где у нас тут самка королева? А вот она забилась. Вон она, смотрите, сидит там. Лазят уже, смотрите, какое количество. Они просто очень сильно размножились. И у них тоже, кстати, очень много расплода. Личинки, куколки там так далее. Сейчас, кстати, вот я включил свет. Они начали бегать. Начали что-то на кипише выносить всех личинок сюда вот наверх, на арену, туда-сюда. Вон поилочка, кстати, нужно воду подлить. А помните, я смазывал антипобегом, и до сих пор этот остался немножечко антипобег такой жирноватый, и они как бы уже, честно говоря, отвыкли, не ломятся уже сюда наверх, ползают там снизу по арене. Очень удобно теперь их наблюдать. Я всегда открываю крышку и смотрю, как они... Что за движняки там?
смотрю, как они здесь живут. Да, вот у них тут запасы, семена. Занесли даже личинок туда в семена. Зачем-то. Вон. Куколка лежит, смотрите, коричневая, да? Скоро она оживет и будет бегать. А вон, смотрите, молодой муравей, он такой светлый-светлый, только недавно ожил, видите? Он скоро потемнеет и не будет ничем отличаться от своих собратьев, станет черным. А в это время, ребята, смотрите, до сих пор никто не тронул ни одной личинки. Представляете? Сидят себе там, вон один вышел муравей и зашел обратно. Вот такие вот они, эти хищные муравьи-филахи. Сидят себе целыми днями дома и совсем не охотятся. Вон, личинки себя чувствуют просто как, знаете, на курорте. Никто их не трогает и не ест. Если бы я бросил хоть одну личинку сюда, они бы ее разорвали. Вот эти вот жнецы – это настоящие хищники. Вот, смотрите, я взял одну личиночку, сейчас я ее сюда заброшу, и это будет просто гладиаторский бой. Смотрите, сразу же сейчас на нее накинутся, сразу же. Вон уже один муравей ее хватает, второй, сейчас ее только заметят, одну секунду. Все, ребята, ей капец. Муравей уцепился в нее мертвой хваткой, знаете, как бультерьер. Как бы она ни крутилась, ничего у нее не получится. А нет, получилось, смотрите, вырвалась. Сделала секретный бросок и вырвалась, но это ненадолго. Второй муравей в нее уцепился, и, по-моему, это уже гораздо серьезнее. Он просто сдавил ее там. О, еще один сейчас ее схватит, и капец. Капец бедной личинке. Вот так вот. Вот, муравьи-филахи, смотрите. Сидите там как клуши, даже не выходите. Кстати, только что случайно у себя на полке увидел вот этот вот кошачий корм. Помните видео, где я испытывал пылесос? И еще у меня был там рыжий кот такой снимался, помните? Вот, это у меня осталось после того видео. Так вот, мне стало интересно, а что если бросить кошачий корм муравьям-жнецам? Как они на него отреагируют? Вы знаете, он так вкусно пахнет мясом. Я думаю, что они должны его просто схватить и наброситься. Давайте только бросим не целый кусочек, а отломаем, попробуем вот такой вот небольшой кусочек. И посмотрим, возможно, они даже будут его таскать, как огромный камень. Для них это ж просто гигантский какой-то булыжник. Итак, берем наш кусочек корма, бросаем и смотрим, что же они будут делать. Понравится он им или нет? О, по-моему, он сразу же, мгновенно им понравился. О, там до сих пор еще кто-то борется с личинкой. Смотрите, сразу же видно и то, и это. Да, смотрите, они его просто набросились на него, на этот кусочек корма. Очевидно, он им нравится. Мясо они любят. А теперь же у них его даже не заберешь. Смотрите, эй, отдайте, отдайте, отдайте. А нет, все уже. Никто уже не отдаст вкусняшку-то. Да, кошачий корм муравьям понравился 100%. Вы даже обратите внимание, сколько муравьев насело на кусочек кошачьего корма, а сколько занимается личинкой. С личинкой борется только один муравей, а вокруг кошачьего корма столпилась целая толпа желающих. Кстати, вы меня частенько спрашиваете, как же там поживают садовые муравьи в холодильнике. Ну что же, я открыл холодильник и посмотрел. И вы знаете, мне показалось сначала, а потом я уже был уверен, что муравьи немного двигаются. Я, честно говоря, не знаю точно, сколько их держать в этой состоянии спячки, то ли до самой весны, то ли, может быть, не до самой весны. Ну, короче, мне показалось, что они шевелятся, и я решил достать их из холодильника.
Тем более, как видите, у них уже закончилась вода, совершенно нет воды уже в пробирке. И самое интересное, что буквально через минуту после того, как я достал их из холодильника, они таки начали шевелиться по-настоящему. Вот это да, представляете, они были больше месяца в холодильнике и практически сразу же проснулись, как только я достал их на свет Божий. Смотрите, вон они ползают, прям довольно-таки быстро для их состояния сна. Вот не вижу пока самка, матка точнее, она движется, не движется. Очень надеюсь, что с ней все в порядке. Ну, наверное, потому что она больше, ей требуется больше времени, чтобы очнуться. Я думаю, обязательно нужно поставить им поилку, потому что вода — это одно из самых главных, так сказать, составляющих жизни. Обязательно, если не будет воды, то они уж точно тогда не выживут. Еда уже такое дело, но вода — это очень важно. Да, действительно, смотрите, вон они уже шевелятся, двигаются, начинают оживать. И я не знаю, видно вам или нет, скорее всего не видно, но я четко вижу, что матка шевелит усиками, то есть с ней все в порядке. Ну что ж, я думаю, давайте пока оставим в покое наших садовых муравьев, немножко уберем их от света, пусть они приходят в себя, оживают, просыпаются, и обязательно в следующих видео я покажу вам, как они дальше будут жить, что с ними будет происходить. А тем временем у моих жнецов продолжается пир. Смотрите, кто-то ест личинку, а кто-то предпочел кушать кошачий корм. Ну, как говорится, каждому свое, есть выбор. Или то, пожалуйста, кушайте. Ну, а что же наши африканцы? Ничего, сидят себе сиднем и даже носа не высовывают. Личинки по-прежнему живут, предоставленные сами себе. Никто их не ест, не трогает. И они там расположились уже прям как у себя дома. Вот это прикол. И, кстати, у меня только что родилась идея. Вы знаете, муравьи, они же в принципе, что африканские, что наши, хотя они живут здесь, они никогда не видели снега. Африканские, потому что у них этого снега нет. А наши муравьи, жнецы, потому что они всю зиму зимуют где-то в норках. Никогда они не видели снега. Интересно, что будет, если взять маленький комочек снега и положить им на арену? Какая их будет реакция? Сейчас проверим. Ну что же, как говорится, сказано, сделано. Сейчас зима и проблем со снегом нет. Просто открыл дверь, вышел на балкон и, пожалуйста, вот тебе снег. Набирай сколько хочешь. Пошли проверять. Итак, что такое снег? Это, по сути, замерзшая вода. Конечно, такой большой кусок я им туда класть не буду. Возьму какой-то такой вот небольшой, вот такой вот кусочек. И сейчас поставим его на арену. Посмотрим, как же они отреагируют на такое чудо природы, которого они никогда не видели. Реакция оказалась просто незамедлительной. Муравьи сразу же заинтересовались снегом, обступили его и начали кусать и пытаться оторвать кусочки. Скорее всего, они почувствовали, что это вода, и ее можно пить. Интересно, ощущают ли муравьи холод или, например, тепло? Тепло, скорее всего, ощущают, а вот насчет холода я не уверен, потому что они никогда не жили в период зимы, и, наверное, они не понимают, что это такое. Смотрите, как они заинтересовались снегом, что даже забыли про кошачий корм. Ну а буквально через пару минут от снега осталась только маленькая лужица, которую тесно обступили муравьи, как зебры в Африке на водопое. А один муравей даже решил поплавать в ней, как в бассейне. Я понял, что самому ему не выбраться, и подал ему пинцет помощи. Муравей спасен. А тем временем филахи наконец-то заметили у себя на арене кормушку с личинками жука. Но особого желания охотиться я у них почему-то не замечаю. Слушайте, а может мои филахи стали вегетарианцами? Это было бы забавно. Вот такое вот у нас получилось сегодня видео, ребята. Понравилось оно вам или нет? Обязательно напишите об этом в комментариях и ставьте лайки или дизлайки. По лайкам и по комментариям я пойму, нравится ли вам тематика с муравьями или нет. И стоит ли продолжать видео про муравьев. Ну а на сегодня все, ребята. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.